Друзья, приветствую вас! Вы на канале Ниндзя Капитал. Сегодня 24 июля. Это еженедельный обзор динамики изменения позиций СОТ СФТС и также того, что происходит на форсе ММВБ. Давайте с вами посмотрим, как у нас закрылась неделя, что произошло, какие движения и что в ближайшее время ожидать. Так, друзья, давайте начнем с календарика. Здесь публикуются достаточно интересная информация и, по крайней мере, базовые характеристики по изменению СОТ СФТС. Обращаю внимание, что я ориентируюсь на изменение позиций так называемых нон-коммерсов или американских спекулянтов. Эти позиции SFTC фиксирует вечером во вторник и обнародует их в пятницу вечером. Несмотря на временной лаг 3 дня, есть устойчивая положительная корреляция между изменением этих позиций и, соответственно, тем, что ожидается на предстоящей неделе. Не всегда она линейная, не всегда она прозрачная и прямая, есть там определенные коллизии, но даже в том замысловатом процессе, который происходит там, можно найти рациональное зерно и понять, что будет на предстоящей неделе. Так, ну давайте перейдем к календарику. Примечательно что? Примечательно то, что несмотря на тот расколбас, который был по нефти на прошедшей неделе, число активных буровых за эту неделю выросло значительно больше, чем за все предыдущие. Фактически здесь достигнут рекорд, потому что за неделю произошел рост аж на 7 активных позиций. Такого не было уже неизвестно сколько. Это к вопросам о падении цен на нефть. Соответственно, какая динамика ожидания у американских нефтяников, сланцевиков и почему они создают дополнительные активные вышки, если предполагается, что нефть будет валиться в ближайшее время. Так, далее то, что касается алюминия. По алюминию спрос находится в боковике, и, по-видимому, текущая ситуация с ковидом, она будет способствовать достаточно не скорому восстановлению тому, что связано с авиацией. Ну и, соответственно, алюминий он завязан в том числе и на авиацию в значительной степени. По меди достаточно позитивная динамика пошла. Сейчас мы посмотрим медь. Так, давайте посмотрим сравнение. Вот эта голубенькая линия, это позиции нон-коммерсов. Вверху недельный график меди. Там ценовое измерение может отличаться, поскольку у американцев не наша стандартная метрическая система. Но в целом ход динамики цены, он соответствует тому, что есть на официальном графике. Так, что у нас происходит? Небольшое снижение цен на нефть, но тем не менее спекулянты наращивают длинные позиции, лонги. То есть здесь ожидание, что по меди будет либо боковик, либо попытка дальнейшего роста. Но медь, по сути, это индикатор того, что происходит с электронной промышленностью и вообще современной промышленностью высоких технологий. И поэтому данное движение, ожидание спекулянтов, что она будет либо отскакивать, либо находиться в боковике, в целом создает предпосылки для того, чтобы, ну, по крайней мере, особого негатива в ближайшее время 1-2 месяца не возникло. Так, друзья, далее золото. По золоту пошел рост лонговых позиций, причем, что здесь интересно, по золоту пошел рост позиций, а по серебру и по платиновым металлам пошло снижение. Ну, соответственно, в такой ситуации, если идет рост по золоту лонгов, это, во-первых, указывает на то, что весьма вероятно, что все-таки отскок в район 1854-1900 он в ближайшее время, возможно, произойдет. Золото достаточно долгое время задержалось, выстаивается в диапазоне $1800 за тройскую унцию. Ну и сейчас ожидание спекулянтов таково, что по золоту должно развиться движение вверх и рост. С чем это связано? Ну, с тем, что предоставляются меры помощи как Соединенными Штатами со стороны ФРС, так и ЕЦБ. Соответственно, увеличение денежной массы в виде различных инструментов, оно провоцирует инфляцию. Первый выход, первое спасение от инфляции, соответственно, это приобретение золота. Так было во все времена. Вот они и тарят золото и ожидают его дальнейшего роста. Кроме того, золото достаточно, скажем так, со времен
давнишних средств от ухода из любого кризиса. И поэтому в силу того, что все-таки осенью ожидают кризис, продолжают наращивать лонги по золоту. Так, далее серебро. По серебру пошло снижение, серебро отказывается расти, саботирует процесс. На самом деле вот движение по серебру, у меня есть к нему масса вопросов, потому что по сути, по своей сущности, это тот же safe haven, как и золото, но еще с дополнительными опциями в новой зеленой промышленности, экономике, энергетике. Нельзя то же самое сказать про платину и палладий, несмотря на то, что эти металлы считаются благородными, они дорого стоят. Тем не менее, при каких-то решениях межстрановых вопросах, если мы посмотрим в недалекое прошлое, происходили обмены золотыми и серебряными слитками, но никак не палладиумами и не платинами, тем более не родиумами, не иридиумами. Еще такой интересный момент, если мы посмотрим динамику изменения лонгов по серебру, то у нас здесь получается такая фишечка интересная, что когда возник корона-кризис, корона-удар первый в марте 2020 года, то, соответственно, серебро, оно как раз начало падать накануне возникновения вот этого корона-кризиса. То есть серебро начало падать заранее. Поэтому текущая ситуация, она, в общем-то, указывает на то, что если по серебру продолжится вот это снижение, которое здесь началось, весьма вероятно, мы где-то стоим на пороге какого-то очередного срыва. Разумеется, на этой неделе те события, которые были, это всего лишь репетиция. Я обращал ваше внимание, что с моей точки зрения это просто сдувание пены было, не более и не менее. Конечно, рынок таков, что он не дает всегда возможности дать какое-то однозначное заключение, сказать, вот оно будет так, вероятность 100%. Нет. Но как бы ситуация, как это происходило, на какой эмоциональной загрузке, то, что это конец июля, все это указывало на то, что просто немножко кровь пустит и потом все вернется на свои места. Это не значит, что повторение более суровое не возникнет осенью, но это означает, что эта ситуация, она по сути небольшая консолидация вокруг достигнутых хаев с немножко расширенными порогами. Так, друзья, но то, что касается палладия, по палладию вообще пошел феерический провал, никакого роста не произошло, который предполагалось, наоборот, его распродали, вообще просто в 2 раза сложились позиции спекулянтов. Здесь еще надо понимать, что это, поскольку фиксация, она во вторник вечером происходит, возможно, здесь просто не показан откуп, который был. Потому что, ну, вот если возник такой вот мощный срыв, это, конечно, при повторении вот этого движения, вот этой ситуации на следующей неделе, это будет указывать на то, что дела обстоят не очень хорошо, потому что если не делают ставку на палладий, то значит есть существенные риски в части того, что восстановление откладывается, потому что палладий и платина — это зеленые технологии. Так, далее платина. Ну, платина, палладий — братья-близнецы. Единственное, они иногда начинают двигаться в противоход, потому что платина стремится догнать палладий. И текущая ситуация по платине, она абсолютно аналогична палладию. То есть здесь вот этот провал, который возник в начале текущей недели, его не откупили. Если эта динамика на следующей неделе повторяется, это значит, что мы на пороге, что уже как бы начали готовиться к концу сентября, началу октября. Так, друзья, далее давайте посмотрим нефть. Так, ну если смотреть, что происходит с нефтью, то вопреки росту количества активных буровых вышек, спекулянты на 10% срезали лонги. Здесь, опять же, обращаю внимание, это вполне могло быть реакцией на тот обвал, который пошел в начале недели, и его просто не выкупили. Для того, чтобы убедиться, что это действительно так и пошла устойчивая ставка на снижение, надо посмотреть, как закроется пятница на предстоящей новой неделе. Но обращаю ваше внимание, что уже до этого еще в июне наметился перелом. То есть спекулянты начали постепенно фиксить достигнутые значения ценовые, и, соответственно, пошло снижение. На предыдущей неделе и преднеделе
получился небольшой боковичок. И поэтому вот эта картина, которая проистекала из двух предыдущих недель, она указывала на то, что на этой неделе произойдет консолидация по нефти. Ну, в общем-то, консолидация, можно сказать, она и произошла. Так, ну вот это график WTI. Давайте посмотрим нормальную человеческую нефть. Так, друзья, ну вот переходя на нашу нормальную нефть, Brent, недельный таймфрейм, что мы видим? С одной стороны, вроде как в начале июля попытка разворота, то есть все здесь указывает на то, что должен произойти разворот, несмотря на растущий тренд, достижение определенного уровня разворотной формации. Однако прошедшая неделя, вот этот хвостик, который возник, указывает на то, что если будет удержание диапазона 72-74, то вот это снижение, вот это обвал по нефти, оно либо откладывается, либо в ближайшее время вообще не будет. Потому что по сути это сбор стопов, которые были установлены вот здесь на 72, 72,1, вот этот диапазон, про который я неоднократно говорил. Давайте мы немножко растянем, увеличим, чтобы было всем видно. И смотрите, вообще как бы неделя отлично закончилась, выше 74. Это означает, что достаточно высока вероятность того, что на предстоящей неделе мы будем торговаться в диапазоне 76,2-74. Да, немножко напрягает снижение у американских спекулянтов. Оно произошло на 10%, аж целых. Но опять же, вот эта тенденция, которая здесь начала формироваться на снижение, на выход из нефти, если она повторится по факту завершения той недели, которая у нас предстоит, то тогда можно говорить о том, что формируется ожидание, что из нефти выходит, и нефть весьма вероятно будет в ближайшее время просаживаться. Пока это больше похоже на эмоциональную окраску, хотя здесь, надо отметить, пошло негативное влияние снижения лонгов. То есть либо у кого-то были предчувствия, либо кто-то знал, что будет такая высадка, вот, либо кто-то уже заранее предусмотрел, предугадал, что нефть начинает падать. Пока, с моей точки зрения, по нефти будет либо волатильность высокая, либо консолидационный диапазон 72, 74, 76 и 2, либо более широкий консолидационный диапазон 76,2, 72. Опять же, обращаю внимание, если такой повтор или повторное пробитие 72, точнее диапазона 72, 71,5 на новой неделе мы получаем, то весьма вероятно, что действительно это уже разворот, и здесь цель движения будет сначала опять потестить 66.25, потом пойти ниже, тестировать 60 и 55. Так, друзья, ну далее природный газ давайте посмотрим. Но здесь спекулянты делают ставку на то, что природный газ будет падать, но с моей точки зрения пока что эта ставка она себя не оправдала, потому что в природном газе как бы практически без затухания идет рост. Поэтому я думаю, здесь либо кто-то что-то знает, но у него никак звезды в одной точке не сходятся, либо это хеджирование позиций в каком-то другом активе, ну может быть и в газе, но на споте, может быть в каких-то акциях, связанных с газом, либо это кто-то не рассчитал свои селенки. Так, далее биткоин. По биткоину идет снижение шортов, но количество позиций по биткоину оно достаточно небольшое в деривативах. Так, друзья, далее индекс доллара. Ну, индекс доллара здесь спекулянты делают мощнейшую ставку на продолжение роста доллара против других валют. Так, швейцарский франк, о котором меня спрашивают, не очень я люблю эту валюту, тем не менее по нему достаточно позитивные ожидания, и сейчас по нему спекулянты начинают наращивать лонги. Ну, соответственно, швейцарский франк это тоже определенный индикатор кризиса, потому что он исторически считается наиболее устойчивой валютой, и, соответственно, то есть, когда надо сберечь деньги, все бегут в швейцарские франки. Это, можно сказать, последний бастион за долларом. Японская иена, но здесь особо изменений не произошло, то есть японская иена здесь, судя по всему, пока что особых движений в ближайшую неделю не ожидается, ну, по крайней мере, с точки зрения позиций спекулянтов американских.
Так, далее евро. Но евро, оно всецело коррелирует с индексом доллара. Здесь просто сбитый пикирующий самолет, который летит в землю. Но, кстати, вот от этих значений, если мы посмотрим на более длительном историческом промежутке, то с точки зрения изменения позиции американских спекулянтов и движения графика от достигнутых значений вполне может произойти отбой и попытка отскока. Однако, с моей точки зрения, с учетом достаточно, скажем так, некоторой странности поведения евро последние недели, я бы вообще с этим инструментом пока не связывался. Слишком непредсказуемо по нему движение. Так, канадский доллар. По канадскому доллару идет снижение и самого канадского доллара, и лонговых позиций. Британский фунт. Но здесь схожая ситуация, идет исход из британского фунта. Так, далее российский рубль. Здесь даже небольшой прирост. Ну, я так думаю, что это связано с тем, что есть определенные договоренности, которые, по крайней мере, в ближайшей перспективе, возможно, отодвигают возникновение геополитических рисков. Поэтому, как это ни парадоксально, несмотря на такой движняк в нижнюю сторону по нефти, ну вот мы видим, что по рублю здесь особого исхода-то и нету. Правда, пока нельзя сказать, что вот это изменение, оно индикативно, потому что здесь говорить о каком-то движении можно либо пересечении нулевой линии, либо пересечении линии 10 тысяч. Поскольку ни того нету, то с моей точки зрения, единственное, о чем говорят соты на текущий момент по рублю, о том, что, по крайней мере, американские спекулянты не ожидают обвала рубля на предстоящую неделю. Так, друзья, давайте быстренько пробежимся по позициям на форте, что ожидается в понедельник в начале дня, в первой половине дня. Здесь обращаю внимание, позиции по фьючерсам, по российским, они играют более короткую роль, нежели сот SFTC, которые действуют в течение недели. Так, то, что касается РТС, здесь ставка на то, что по РТС будет коррекционный откат, будет снижение. Сбербанк, здесь наоборот сделана ставка на рост, на попытку отскока. Но в понедельник с утра мы с вами посмотрим детально, что ожидать от Сбербанка. Газпром, здесь тоже ставка на отскок, на продолжение роста. Норникель, здесь ставка либо на боковик, либо на снижение. Но если рассматривать изменения, динамику позиций юридических лиц. Так, рубль-доллар, здесь ставка на то, что доллар к рублю вырастет, будет отскакивать. Евро-доллар, ставка на снижение евро к доллару. Евро-рубль, ставка на рост евро против рубля, но такая не очень уверенная. Нефть, ставка на рост нефти в понедельник, с утра, по крайней мере. Золото, ставка на снижение, либо на боковик. Серебро, боковик, ну, может быть, снижение еще небольшое, там, в принципе, есть поддержка, 25 и чуть пониже, но здесь ставка на боковик, я считаю. Природный газ, здесь ставка на рост. Друзья, все, основные моменты, то, что касается позиций сот SFTC, то, что касается позиций по нефти, металлам и так далее. Спасибо за внимание, если вам понравилось, ставьте лайк.